Сегодня мы в Питере, в гостях у дизайнера Ярослава Месонжникова, создателя проекта наших мраморных часов Сатурн-5. Мы поговорим с ним о его других проектах, о том, как вообще, каково быть дизайнером. А в конце этого выпуска мы разыграем наши часы на лампах N12. Смотрите это видео до конца. Погнали! Расскажи про наиболее значимые проекты за последние годы, то, что ты делал. Если рассматривать все в хронологическом порядке, один из самых последних продуктов у нас прямо здесь, это часы Сатурн. Это один из первых продуктов, который был запущен в серийное производство, благодаря вашей компании как раз. Если говорить о каких-то наиболее значимых продуктах, сделанных за последнее время, я бы выделил несколько. Наверное, это подсвечник из мрамора с названием «Односвечник», который был сделан для проекта «Изба» несколько лет назад. Также коллекцию «Катерина», которая включает в себя веер, зеркало и гребешок. Из этой коллекции наиболее интересно, мне кажется, как раз зеркало. Я о нем расскажу чуть подробнее попозже. И, наверное, светильник «Угол», который был разработан в 2014 году и показан на Миланской неделе дизайна. После этого был очень часто очень много опубликован в различных журналах и интернет-изданиях, и таким стал достаточно знаковым объектом для меня. Также можно выделить детскую лошадку-качалку «Трещотка», которая тоже была сделана для проекта «Изба». Скажи, а за каждым проектом у тебя какая-то идеология лежит? Вот, например, вот то, что ты перечислил, там что было? По-разному, конечно, я стараюсь закладывать определенную идеологию, но каждый проект появляется по-своему. Иногда это может быть просто какой-то эскиз на бумаге, какая-то форма, и потом она уже начинает находить какую-то функцию. Так было, например, со светильником «Угол», который держится только за счет плоскости стола, и он появился просто из одного эскиза, из какой-то такой закорючки. Потом я подумал о том, что, может быть, сделать светильник, который будет держаться только на углу стола. Я подумал, что технически это очень сложная задача, но достаточно быстро я смог его воплотить, и я до последнего не знал, будет ли он держаться, потому что, пока не сделал прототип из черенка для швабры. То есть мне нужна была палка, я пошел в магазин, купил черенок для швабры, напилил его сам дома, сделал, видел, что он держится. Это было интересно. Что касается, например, подсвечника, односвечника и детской лошадки, качалки, трещотка, они сделаны были для проекта «Изба». Там достаточно четкая тема была прописана кураторами, и мы брали русскую избу, анализировали ее и старались сделать современные предметы, отталкиваясь от таких исторических аналогов, архетипов. И, например, подсвечник-односвечник был сделан на основе подсвечника, который я нашел в этнографическом музее, его полностью переработал, то есть там у меня есть на сайте эскиз, где есть архетипы и сам подсвечник, они вообще отличаются, но там сохраняется идея. Ты можешь поднимать свечку в зависимости от того, как она сгорает. Что касается лошадки-качалки, трещотка, здесь все достаточно просто. Отталкиваясь от музыкального инструмента трещотка, супер популярный и с точки зрения формы достаточно такой знаковый музыкальный инструмент. И
как раз переработав его, я сделал лошадку-качалку, и самое интересное то, что удалось сохранить главную концепцию, это звук. Когда ребенок качается на лошадке-качалке, она издает звук. То есть она трещит на полу, то есть мы смогли как-то соединить то, что кажется даже невозможным. Что касается зеркала из коллекции Катерины, оно как раз было, наверное, создано после эскиза. Это именно такой рисунок, и потом уже появилась сама форма, и оно может показаться нефункциональным, но когда ты его берешь в руки, оно действительно удобное, оно достаточно большое, и им удобно пользоваться. У меня супруга периодически пользуется. Екатерина была, я так понимаю, для журнала АД разработана. И там было еще несколько, да? Да, это был проект для журнала АД в 2015, по-моему, году. Журнал АД стал инициатором. АД — это Architectural Digest. Это изначально американский журнал, и российская редакция решила сделать проект, инициировала проект возрождения российских народных промыслов. У нас есть всем известные хохлома, жестовские подносы, вологодские кружева, гусь хрустальный — это стекло, и гжель керамика. Они взяли вот эти базовые, самые, наверное, известные народные промыслы, договорились с фабриками о том, что 5 российских дизайнеров разработают предметы специально для этих брендов. И пригласили разных дизайнеров. Мы с дизайнерами, в том числе меня, с дизайнерами потянули жребий. Мне достались вологодские кружева. Кажется, совсем не такой мужской, не мужской предмет. Мне показалось, что задача достаточно интересная, потому что я никогда не работал с текстилем как таковым, а здесь нужно было сделать что-то интересное, уникальное и функциональное. И если говорить глобально, вологодские кружева — это их плетут вручную, очень такой трудоемкий процесс, но материал, из которого они делаются, он абсолютно не функционален. Вот эти салфетки, они быстро пачкаются, то есть их использовать в быту функционально очень сложно. И также я понял, что они пачкаются даже просто от контакта с человеком. То есть я носил в кармане комок вот этих ниток, и через несколько дней я достал его и понял, что он просто весь черный, потому что пачкается. И поставил для себя задачу сделать продукт, с которым человек не будет взаимодействовать тактильно. И абсолютно случайно в книге как раз про вологодские кружева увидел веер, который был разработан вологодскими кружевницами и подаренными императрице Марии Федоровне, по-моему. Я подумал о том, что веер сейчас вообще такая вещь редкая и мало пользуется. И как раз начал разрабатывать, искать вот этот рисунок для веера. А к вееру, подумал о том, что веер как-то это один веер, это скучно, скромно, и как раз уже к нему я разработал и зеркало, и гребешок для волос. Знаю, у тебя был проект «Рождены в СССР». Он в рамках лондонского, кажется, фестиваля. Да, выставка называлась «Born in the USSR». Никогда, кстати, не задумывался о том, что на русский она будет «Рожденный в СССР», да. Там он был инициирован Лондоном, журнал Wallpaper, это такое супер авторитетное издание. Они вместе с куратором решили, что пришло время показать российских дизайнеров,
за границей и нашли площадку, выставку, галерею и пригласили, я думаю, что около 15 дизайнеров из России и провели определенный отбор предметов и провели эту выставку. Очень такое, я сам не ездил туда, только отправлял продукты, но, насколько я знаю, достаточно интересное событие было. И впервые выставка, организованная иностранцами, российских дизайнеров. Это прямо такое, действительно было уникальное событие. И там был представлен проект велосипеда. Да, я очень удивился, потому что на тот момент у меня уже было достаточно много таких предметов, которые можно там было бы выставить. Это какой год был? 15-й, по-моему. Либо 14-й, либо 15-й. И это уже было после проекта «Изба». И они мне прислали письмо о том, что хотят приглашать меня к участию, и присылают велосипед. Велосипед это был проект, такой чисто промо-проект, сделанный для нашего бренда аксессуаров из фетра и кожи. Мы как раз стартовали тогда, аксессуары, чехлы для телефонов, всевозможных гаджетов. И мы как раз тогда стартовали и думали о том, как к такому достаточно скучному продукту можно привлечь внимание аудитории. И пришла идея как раз сделать такую мобильную велолавку. Он просуществовал буквально несколько дней, это была такая как промо-акция. Девушка ездила по городу на велосипеде, спереди у него была специальный такой тоже бокс, корзина, где можно было найти всевозможные бесплатные карты для туристов, магнитики для туристов. То есть такой, по сути, это информационный пункт был. Это все бесплатно раздавалось. Да, это можно было, магнитики можно было купить, карты раздать бесплатно. А сзади у нее специальный такой открывающийся тоже бокс был. Там она уже продавала наши чехлы. И удивительно, что, во-первых, люди действительно подходили, интересовались, покупали нашу продукцию, и она могла путешествовать по городу в зависимости от того, где какое событие происходит. Допустим, в одном из пространств была какая-то ярмарка, она приехала ко входу, встала, и это действительно так, и продавала. То есть такая достаточно удобная мобильная версия была. И удивительно, что, во-первых, об этом продукте написали СМИ, как российские, так и иностранные. А иностранные написали, я очень удивился, что они вообще нашли этот продукт, такой нью-йоркский блог PSFK, он больше про технологии, почему-то заинтересовался этим продуктом, и после публикации, там была ссылка на сайт, у меня сайт, за день пришло там около 3000 человек на сайт, я думал, у меня он не выдержит, но действительно большая посещаемость для дизайн-продукта. А так, да, действительно было удивительно, что они отобрали этот продукт. В общем, давай перейдем непосредственно к продуктам. Это подсвечник-односвечник, был сделан для проекта «Изба». Его основная фишка – это интерактивность. В зависимости от того, как сгорает свечка, можно ее поднимать, или опускать. Сделано из мрамора, ограниченной серии. Такой постамент. Очень простая, функциональная вещь. Это зеркало Катерина. Было сделано для журнала АД и для вологодских кружев. Здесь достаточно любопытно, это прототип, потому что каждый раз, когда ты начинаешь что-то делать уже в материале, лучше всего сначала сделать, возможно, из другого материала, из бумаги, из картона, прототип. Это сделано из картона. Это прототип веера.
Это, собственно, само зеркало. Сделано из американского ореха. Такой постамент, что как зеркало, так и веер может на него ставиться. Абсолютно функционально и видно. Вадим? Сюда грузик, да, добавлен? Нет, ничего не добавлено. Оно Тут балансировано. рассчитано, да, рассчитано так, что А как рассчитывали? путем опыта, ну, опытным путем. Подбирали, Да, подбирали вот этот угол. Диаметр угол. У меня хороший мастер по дереву, с которым мы как раз это все придумывали с технологической точки зрения какие-то вещи. То есть я считаю его этим полноценным соавтором с произведением. Это светильник угол, тоже сделан из американского ореха. Его основная фишка в том, что для крепления ничего не нужно, кроме угла стола. Он крепится под своим весом на угол стола. Такая вещь, такой выключатель, такая вещь. Расскажи, пожалуйста, про этот проект. Проект – это машинка, называется «Мост». Если посмотреть на него в профиль, то можно увидеть символ мостов петербургских. Проект был инициирован итальянской стороной. Несколько лет назад известный итальянский дизайнер Маттео Ранье пригласил пригласил 100 дизайнеров со всего мира высочайшего уровня для того, чтобы они разработали дизайн машинок. Задача была в том, что брался определенный размер бруска и пропиливался с помощью станка только в двух плоскостях. То есть либо силуэтом таким, либо силуэтом таким. И то есть, с точки зрения технологии были определенные ограничения. С точки зрения концептуальной ограничений не было, тема машинок. И вот эти 100 дизайнеров сделали свои версии. И эта выставка путешествовала по миру. Была выставка путешествовала, она была в Нью-Йорке, в Канаде, в Токио, по-моему. Каждый раз кураторы приглашали местных дизайнеров, около 10 авторов, чтобы они сделали свои версии машинок. Конечно, было очень сложно. И когда выставка приехала в Москву, и пригласили меня, то было очень сложно создавать какую-то машинку после того, как свои версии создали 100 лучших дизайнеров мира. Поэтому я решил не гнаться за функцией, потому что были, например, машинки, спортивный кар, либо не знаю, пожарная машина и так далее, разработанные другими авторами. Поэтому я решил гнаться не за функцией автомобиля, а за образом. И подумал о том, что мы в Питере, я дизайнер из Петербурга, какой у нас символ города, это мосты, и решил сделать такую штуку. Плюс немножко добавить ей функции, можно использовать как подставку для ручек. Либо ставить сюда телефон, смотреть какие-то фильмы, когда это не очень долго. Вот специально. То есть так примерно. Ну да. Специальная коробочка. А эта коробочка шла и для всех других машин? Да, это единая коробка, которая... Поскольку они все в одном размере Да. делались. И выставка проходила в Москве, получила такое много внимания прессы и зрителей. Проходила на ВДНХ. Ярослав, расскажи, в чем все-таки разница между промышленным дизайном и предметным дизайном? Широкому обывателю может показаться, что ее нету. Но на самом деле, конечно же, она существует.
Промышленный дизайн это на английском industrial design. Это определенное направление, которое занимается разработкой дизайна транспорта, всевозможных гаджетов, в принципе, всего, что связано с электроникой, с инженерной составляющей. Предметный дизайн, вообще понятие достаточно новое у нас в России, потому что раньше было такое четкое разделение, это либо дизайн мебели, либо промышленный дизайн. Предметный дизайн — это то, что называют за границей продукт дизайн, и включает в себя как раз дизайн мебели, дизайн предметов освещения, предметов быта. И направление интересное, в таком формате относительно новое, но уже тоже набирает популярность. Я думаю, что предметных дизайнеров в будущем будет становиться все больше и больше. Слушай, а наши ламповые часы ты бы к чему отнес? Наши ламповые часы я бы все-таки отнес, вообще вот продукцию, которую делает бренд Past Indicator, я бы отнес, наверное, все-таки к предметному дизайну. Хотя в то же время у нас там внутри есть электроника. Наверное, все-таки к предметному дизайну, но я знаю, что следующий продукт, который будет... расскажем, который будет выпускать компания, его бы я отнес к промышленному дизайну. Расскажи про специфику России в плане обучения дизайнеров промышленных и предметных. Чем отличается от образования за рубежом? В общем... Как таковой разницы, если говорить грубо, нету. Вопрос просто качества уровня преподавателей, наверное, какой-то материальной базы, потому что если ты учишься там на предметном дизайне, как таковое сейчас направление кафедры предметный дизайн пока нету. То есть, например, в той же Мухе или в Строгановке есть кафедра мебели, либо кафедра промышленного дизайна. И когда ты занимаешься, учишься на предметном дизайне, на кафедре мебели, либо на промышленном дизайне, очень важную роль играют мастерские и возможности работать с прототипами, работать с какими-то первыми образцами. Сейчас, конечно, становится все лучше и лучше, но вот этого не хватает. То есть за границей это все на порядок выше. И это позволяет дизайнерам быстрее развиваться. В то же время, конечно, у них свои учебные модели. Но, опять-таки, у российских дизайнеров есть другое преимущество. То, чего нет у иностранных, это умение рисовать. Иностранцы, они практически не уделяют внимания рисунку как таковому, живописи, композиции. Если ты попросишь, например, иностранного студента нарисовать гипсовую голову, он не справится с этой задачей. А российские дизайнеры все-таки еще умеют это делать, и во многих случаях умение передать с помощью именно ручного рисования какие-то эскизы, какие-то идеи, оно все-таки важно. То есть за границей все-таки больше все уходит в компьютерные программы. Я бы как раз подумал бы о том, чтобы там как-то возобновить рисунок, живопись. Это все-таки важно. У тебя был очень интересный проект, и, наверное, еще есть, именно лавка. И я так понимаю, что ты как раз отчасти хотел предметный дизайн в России через нее как-то подать определенным образом. Можешь рассказать поподробнее? Да, это действительно был проект больше просветительский. Сейчас он существует в онлайн-формате. Изначально был создан реальный живой магазин
который проработал около 3 лет в самом центре Санкт-Петербурга, в пространстве «Тайга». И там как раз были представлены российские предметные дизайнеры. Это какие-то небольшие мастерские, продукты от небольших мастерских, частных дизайнеров, студий. И с очень такой качественной, жесткой подборкой. Это все-таки вещи были не формата handmade, это именно такие дизайн-продукты. И свою задачу она выполняла. Более того, например, опять-таки лондонский английский журнал Wallpaper каждые несколько лет делает гиды по крупным городам, и в прошлом году выходил гид по Санкт-Петербургу, и он включил именно лавку как место, необходимое для посещения людям, которые интересуются дизайном. К сожалению, пространство «Тайга» закрылось по независимым от нас причинам, и магазин в таком же формате, как существовал, он немножко потерял свою актуальность, поэтому живой магазин мы решили закрыть и оставили все в онлайн-режиме, как онлайн-продажа. Но свою основную задачу просветительскую он потихонечку продолжает сохранять до сих пор. Ты сказал про различия handmade продукции и дизайнерской. Вообще, как бы ты разграничил это? Это достаточно сложно. В некоторых случаях это речь идет какая-то о чувствах и о вкусе. Handmade, если переводить, это сделано руками, часто не всегда имеет отношение к дизайну. То есть некоторые предметы, подсвечник, да, он может быть сделан руками, но в то же время ты будешь видеть, что это дизайн-продукт. А какой-то предмет, хоть будет сделан руками, но это будет такая как поделка и дизайн-продукт. Вот эта разница, это уже вопрос вкуса как потребителя, так и, собственно, того, кто продает. Какие лично ты бы критерии назвал дизайн-продукта? Почему бы ты назвал тот или иной продукт дизайнерским, а не просто поделкой? Но я говорю, это очень сложно. Когда мы только открывали магазин, я думал только о дизайне, о таком простом, формальном, в хорошем смысле. И какие-то вещи не брал в ассортимент магазина. Но потом со временем я стал смотреть шире. И у нас стали появляться какие-то предметы ближе, наверное, к хендмейду, чем к дизайну. Но это такое дело вкуса. То есть, дело вкуса и такое чувство. То есть ты чувствуешь, что это все-таки, это не совсем дизайн, это такой больше хендмейд. То есть хендмейд это не есть плохо, это просто другое. То есть дальше уже зависит от человека, который занимается подбором ассортимента магазина. Я понял. Расскажи, как все-таки в России зарабатывают дизайнеры? Потому что я так понимаю, что сама по себе дизайнерская сфера зачастую неприбыльна. Как живут? Предметные дизайнеры? Предметные, да, промышленные. Можешь на примере себя, друзей просто рассказать как-то? Я так скажу. Например, если брать дизайнеров интерьеров, хороший дизайнер интерьеров очень неплохо может зарабатывать. Что касается предметных дизайнеров и промышленных дизайнеров, с этим сложнее. Почему? Предметный дизайнер, во-первых, область достаточно новая, и не всем удается дизайнеру найти заказчика. И плюс не все заказчики понимают, что есть смысл обратиться в некоторых случаях к дизайнеру. Как пример, многочисленные фабрики, мебельные фабрики, которые производят вот эти диваны в цветочек, которые до сих пор продаются у нас. По качеству очень неплохие, но с точки зрения дизайна и эстетики
к сожалению, ужасные. И владельцы фабрик, они еще не понимают, что возможен формат взаимодействия с дизайнером не как с человеком в штате, да, а как приглашенным дизайнером. То есть владелец фабрики, он может пригласить дизайнера для разработки коллекции мебели. И вот такого формата взаимодействия еще нету. Точнее, очень-очень на слабом уровне. Таким образом, есть толковые дизайнеры, есть фабрики производства, но важно их суметь соединить, найти. И поэтому чаще всего все-таки предметным дизайнерам им приходится заниматься параллельно другой работой, начиная от... Кто-то занимается дизайном интерьеров, кто-то занимается малыми архитектурными формами, архитектурой, кто-то зарабатывает 3D-визуализацией, кто-то работает арт-директором в каких-то студиях над какими-то проектами. Поэтому это непросто. Многие дизайнеры, предметные дизайнеры не выдерживают и уходят полностью в другие области, например, дизайн интерьера. Но есть еще ребята, кто остаются и занимаются тем, что интересно. Либо еще, как, например, петербургский дизайнер Александр Каныгин, у него своя мастерская, где он вручную сам делает свои предметы, производит их и продает их ограниченным тиражом, и удается зарабатывать производством своих предметов, то есть он и придумывает, и их производит. Эти случаи скорее уникальны, но они тоже есть. Скажи, а еще есть, я слышал, что ты преподаешь, я так понимаю, что это тоже может быть сферой дополнительной деятельности для предметного дизайнера. Вообще расскажи, что ты преподаешь, как и... Я преподаю на таком стабильном уровне, не знаю, постоянном. Постоянно преподаю в школе дизайна Art Futura. В свое время я там учился, позже меня пригласили преподавать. Там у меня есть курс эргономики и полноценные группы. Я веду свой курс, он состоит из 8-10 занятий, в зависимости от направления, как преподаватель. Периодически бывает, что я выступаю с лекциями на разных площадках, как в Петербурге, так и в других городах. Там у меня есть чаще всего одна и та же лекция, она посвящена продвижению дизайнеров, взаимодействию с прессой, в общем, как дизайнер должен себя продвигать. Чаще всего она ориентирована на молодых дизайнеров. В зависимости от площадки бывает прям много людей приходит послушать. На этом вообще реально как-то заработать? Или это чисто... На лекциях? Да, или это чисто имиджевая вещь? Нет, это практически этим невозможно зарабатывать. Угу. То есть такие же зарплаты, как у преподавателей в вузах, к сожалению, копеечные. Ну, понятно. Ты рассказал про то, что у тебя есть курс продвижения СМИ для молодых дизайнеров. Расскажи вкратце, как вообще происходит на своем примере для дизайнера, как они попадают на самом деле в СМИ? Все начинается с продукта. Точнее, как раз моя лекция, она на 1,5-2 часа, как раз я рассказываю о этапности. То есть ты не можешь попасть в журналы, на профессиональный дизайн-блоги, если ты делаешь неинтересный продукт. И это первоочередно. Поэтому для того, чтобы начать создавать интересные продукты, нужно получить образование. Бывают дизайнеры-самоучки, это редкость, но бывает такое. Нужно научиться работать с материалами, знать, как они себя ведут, чувствовать их. Нужно уметь правильно подать продукт,
отфотографировать, придумать название, концепцию. Нужно правильно написать какой-то короткий текст, который потом включаешь в пресс-релиз. То есть вот это все, кажется, такие вещи достаточно простые, но очень взаимосвязанные. И вот так вот шаг за шагом ты начнешь, тебя начнут публиковать, и не нужно платить деньги за рекламу. То есть я никогда в жизни не давал платные рекламы. Все клиенты, они приходят либо через знакомых, либо просто увидев продукты в журналах, в интернете. Но попасть в блоги реально, потому что сейчас печатные журналы, они уже отошли на второй план. Сейчас важнее и интереснее для дизайнера попасть в профессиональные дизайн-блоги. Один из моих первых предметов, это была такая больше ради забавы сделанный такой плед на стул. Я его даже сейчас уже нигде не найти, я брал его с сайта и так далее. Просто ради интереса я отправил на блог Дизин. Это самый авторитетный дизайн-блог в мире. Это был 2010 год. На следующий день опубликовали его. Я просто, честно, я пришел домой и сестре говорю, только что опубликовали мой проект на этом блоге, я прям прыгал по квартире, потому что это был, я говорю, один из самых первых продуктов, и он сразу попал в топ. После, кстати, туда, да, по-моему, один только проект мой попал, то есть туда очень сложно попасть, но все реально. И у меня на сайте на тот момент было там несколько продуктов. То есть для редактора было важен продукт, чем то, насколько ты крутой дизайнер. То есть насколько тебя часто публикуют. Я знаю, что ты проходил стажировку в нескольких странах. В Италии, в Голландии, в Швеции, правильно? И можешь рассказать вообще, какой это был опыт, что было для тебя важно в этих стажировках? Опыт был хороший, он был практический. Это очень важно, потому что на одну из самых первых стажировок в Голландию я отправился сразу после окончания университета, буквально там через несколько месяцев. И после окончания университета я понял, что не хватает какого-то все-таки иностранного образования. Но ехать на несколько лет за границу у меня просто не было как финансовой возможности учиться, так и временной. И я для себя решил, что интересен формат именно стажировок краткосрочных. Разослал портфолио в несколько дизайн-студий и в итоге попал в студию голландских дизайнеров Кики Ван Эйк и Йоста Ван Блейсика. Это сейчас очень авторитетные ребята, хоть и молодые, работают с супер брендами. И опыт, по сути, это работа в практикующей дизайн-студии. И я смог посмотреть, как устроена вообще их работа, реальная работа с брендами, с компаниями, как у них устроен рабочий процесс. Что касается стажировки в Италии, она достаточно была короткая, несколько, по-моему, 2 или 3 недели. Там мы работали в компании Lago, это известная итальянская компания. Там было собрано около 10 дизайнеров со всего мира, молодых, и мы разрабатывали новые концепции их продуктов, которые позже были запущены серийно. То есть выбирали, это была общая работа, очень хороший опыт именно коммуникации с дизайнерами из других стран. Это было интересно с точки зрения взаимодействия с фабрикой, то есть там сам директор фабрики очень много с нами работал и прям был контакт. В Швеции я стажировался не совсем связанная с дизайном, там была конференция Baltic Club, туда меня пригласили
как представители дизайна. Вообще эта конференция связана с разными сферами, с научными, с там, экономика, IT-технологии. То есть это такая мультифункциональная конференция. И очень тоже хороший опыт. Она несколько дней проходила. Но, опять-таки, интересно взаимодействие с людьми из других областей. Поэтому, если есть возможность поучиться, постажироваться где-то за границей, это обязательно нужно делать, потому что, ну, давайте честным, российским дизайнерам есть куда расти, и есть чему поучиться в той же Голландии, в Италии, в Швеции, поэтому надо дерзать. Скажи, а как вообще эти компании находят клиентов? Ты сказал, что ты смотрел, вот, например, в Голландии за этим процессом. Как это происходит? Ну, у меня была такая ситуация, что дизайнеры, у которых я работал, они уже ребята известные, и к ним обращались. Как молодые дизайнеры находят? Но опять-таки здесь вопрос того, какой продукт ты создаешь, насколько ты известен, насколько в тренде. Поэтому, ну, вот так вот прямо как дизайнер находит своих клиентов, это сложно сказать. Ну, то это есть всегда индивидуально. обычно через какой-то продукт это происходит, да? Ну, конечно, если ты делаешь классный продукт, то клиент подтянется. Если ты делаешь продукт не очень, то вряд ли. Как ты видишь свое будущее, как ты видишь свое развитие как дизайнера? И в том числе, как ты видишь в отношении России и мира? Хороший вопрос. Я так скажу. В России есть много областей, связанных с дизайном, предметным дизайном, графическим, средовым дизайном, где есть над чем поработать. В отличие, например, от заграницы. Хороший пример. Есть такой графический дизайнер, арт-директор Дима Барбанель. Он из Москвы, стажировался за границей, очень сильный дизайнер. И в одном из интервью он рассказал о том, что не представляет, чтобы 25-30-летнему дизайнеру за границей позволили разработать идентику для Государственного музея, разработать дизайн учебника русского языка. То есть там для того, чтобы получить такие заказы, там нужно иметь колоссальный опыт, иметь какие-то там контакты. То есть просто так это сделать невозможно. У нас такие случаи бывают. И, например, тот же Дима Барбанель разработал дизайн учебника русского языка. Аня Кулачок вместе с коллегой разработали идентику для Политехнического музея. Ребятам там, до 30 лет. То есть в плане возможностей, если ты делаешь классный продукт, граф-дизайн, предметный дизайн и прочее, у нас, на мой взгляд, даже больше, чем за границей. Потому что за границей уже есть свои традиции, есть свой подход к этому. Поэтому я планирую работать в России. Мне также интересны коммуникации с иностранными заказчиками. Уже с этой точки зрения есть определенный опыт. То есть вообще дизайнер, такая профессия, дизайнер, он космополит. То есть он создает, это не писатель, там, не журналист, который работает со словом, с языком. Он создает визуальные образы, функциональные там, и прочее. И не нужно какого-то разделения именно на страны. Поэтому посмотрим, как будет складываться судьба. Но, тем не менее, вот я среди своих друзей вообще сейчас вижу тренд, что многие бегут работать за рубеж. Я так понимаю, что и у дизайнеров тоже это присутствует, и многие хотят это сделать. Ну, это интересно. Для многих дизайнеров это интересно с точки зрения
такого саморазвития. Мне было бы тоже интересно там, поработать за границей. Такая тенденция есть, но опять-таки, хорошо, ты можешь переехать, эмигрировать там, за границу, ничего не имея до этого. И ты там, получается, будешь начинать свой путь с нуля. Либо ты можешь что-то сделать здесь, и уже с этим багажом, портфолио, с какими-то уже существующими там, продуктами, ты можешь уже приехать туда в другом формате. Поэтому ну, сложно как-то кого-то осуждать, у каждого свой путь. Если человек чувствует, что ему комфортнее за границей, это неплохо. Ну вот, например, московский дизайнер Катерина Копытина поняла, что хочет повысить свой профессиональный уровень и переехала работать в Сан-Франциско в одной из самых крупных компаний Fuse Project. Поэтому я уверен, что у нее на момент переезда не было задачи эмигрировать. Ей просто хотелось повысить свой профессиональный уровень. И сейчас она уже несколько лет там работает и уверен, что развивается. Ярослав, скажи, а почему мы встретились именно здесь, в Новой Голландии? Когда ты предложил сделать выпуск, посвященный дизайну, это, наверное, одно из редких мест, которое сразу пришло мне в голову, потому что хоть это историческая площадка, но здесь такой качественный подход к дизайну, начиная там, с стульев, на которых мы сидим, каких-то средовых решений. Ну, у меня эта площадка ассоциируется с дизайном, поэтому такая площадка достаточно уникальная для Петербурга. Поэтому решил пригласить вас именно сюда. Подытоживая нашу с тобой встречу, я хочу сказать, что впереди у нас еще один проект. Это будут наручные часы. Вот на руке можете увидеть у меня прототип электроники. Они уже почти готовы, и очень скоро Ярослав приступит к разработке дизайна этих часов. И я хотел бы объявить конкурс. Я хочу объявить конкурс на лучшие названия для наших наручных часов. Все наши предыдущие модели настольных часов назывались в честь моделей ракет. Напишите в комментариях, возможно, связанное с нашей предыдущей линейкой название, а может быть что-то новое. И мы выберем самое лучшее название, и победителю мы подарим наши часы на лампах IN12.